Все началось с добродушного мужчины, который начал беспокоиться о своем соседе, тяжелобольном человеке, который почти не покидал свой дом, и о его собаке, которая, как было известно, находилась в старом сарае на участке дома. Сострадательный сосед решил пригласить пару опытных грумеров-волонтеров и отправился проверить состояние этой собаки. То, что они увидели, ошеломило их. В старом и заброшенном сарае, заполненном ветхими вещами, они обнаружили пса, находившегося в критическом состоянии. Эта собака выглядела не только очень больной, но и ее внешний вид был настолько ужасным, что ее тело было заковано в килограммы спутанной шерсти, которая делала движение для нее невыносимо тяжелым. Сразу же была вызвана служба спасения животных для того, чтобы освободить собаку из этой шерстяной тюрьмы. Сотрудники службы не могли передать словами, в каких ужасных условиях собака проживала. По условиям содержания пса было понятно, что пес не доедал и мало пил воду, видимо, его хозяину не было особого дела до него. Ее хозяин, казалось, что только иногда подкидывал ей еду и воду. Условия были такими плачевными, что им пришлось даже расчищать проход от грязи и испражнений пса, чтобы открыть дверь. У всех было такое ощущение, что этот пес просидел в этом сарае всю свою жизнь, так как пес, выйдя на улицу, не понимал, куда он попал. Он с осторожностью начал ходить по зеленой траве, изучая ее и нюхая все вокруг себя. Волонтеры сразу же решили облегчить страдания пса и подстригли его на месте. Когда собака увидела ножницы, она сильно испугалась, но ее спасителям удалось успокоить его, проявив заботу и терпение. Процедура состригания шерсти с пса заняла очень много времени. Ведь весь процесс проводили аккуратно и с осторожностью, боясь не сделать собаке больно. Несмотря на все трудности, спустя несколько часов пес был извлечен из шерстяной тюрьмы, а смотря на пса, люди читали в его глазах слова благодарности, а его счастью и радости не было предела. Волонтер Джессика Кинчелоу, погладив пса, поняла, что его, по всей видимости, никогда не гладили, и он не знал, что такое руки человека. Но нашему пёселю это быстро понравилось, и он стал просить его погладить еще и еще раз. А после того, как его угостили вкусняшкой, пес вообще был в шоке и не понимал, что происходит и что с ней надо делать. После всех процедур собаку отправили в приют для животных, где ей дали новое имя – Лазарь. В приюте уже ветеринарами был проведен полный осмотр пса и были выявлены некоторые проблемы со здоровьем. Оказалось, что у него был сломан хвост, а также обнаружили несколько шишек, которые были опухолью. К счастью, все эти болячки смогли вылечить в кратчайшие сроки, и Лазарь полностью стал здоров. И вот уже полпути пройдено, осталось исправить физическое и психологическое состояние пса. В самом начале ему было очень трудно ходить. Лазарь не знал, как двигаться на своих новых, не опутанных шерстью лапках. Но со временем, благодаря терпению и заботе сотрудников приюта, он начал ходить нормально, будто и нечего этого всего не было. После восстановления псу начали искать новый дом. Одна из семейных пар, посетившая данный приют, просто влюбились в него с первого взгляда. Со временем у нашего пса не осталось и следа от прошлой жизни. Его тело окрепло и обзавелось уже красивой шерстью. Теперь Лазарь живет с любящей его семьей в большом и красивом доме. Он любит играть с мячом во дворе дома, гоняется за бабочками, как маленький щенок, и ест тогда, когда он сам только этого захочет.